Здравствуйте! Один из часто задаваемых вопросов о печени, ее функции, когда и как повреждается. Об этом сегодня и поговорим. Не только пациенты, но и врачи бьют тревогу. Количество людей, страдающих поражениями печени, постоянно растет. Причем заболеванию этого органа подвержены даже самые молодые люди. Поэтому каждый должен знать о факторах, негативно влияющих на печень, и к чему они приводят. Значение печени в нашем организме нельзя переоценить. Печень является главным фильтром нашего тела. В ней нейтрализуются токсины. Она участвует в метаболизме и пищеварении, в кроветворении и регуляции объема кровотока, в синтезе многих веществ. Продуцирует желчь, которая участвует в расщеплении жиров и стимуляции кишечника, является своеобразным хранилищем многих полезных веществ, в том числе витамины, минералы. Словом, прожить без печени невозможно. К чему приводят болезни печени? Согласно данным ВОЗ, более 200 миллионов людей на планете имеют то или иное заболевание печени. Хронические заболевания печени чаще всего провоцируют развитие таких страшных осложнений, как цирроз печени, при котором происходит полное переражение печеночных тканей и печеночная недостаточность. А как фактор смертности населения, болезни печени входят в 10 основных причин летального исхода. Какие поражения печени существуют? Повредить и вывести из строя печень несложно. Нездоровая диета, малоподвижность, переедание, алкоголь, а также стрессы ослабляют работу печени. Она страдает от аутоиммунных заболеваний и в результате инфекций. Проблемы могут передаваться по наследству. Специалисты различают следующие типы поражения печени: лекарственные, токсические, алкогольные, вирусные, наследственные, аутоиммунные, инфекционные, паразитарные, обменные и онкология. Какие повреждения возникают в печени? Функциональное расстройство печени, воспаление в желчном протоке с разной степенью непроходимости, как следствие желчекаменная болезнь, патология системы кровоснабжения печени, тромбозы вен, сердечная недостаточность, формирование артериовенозных свищей. Активируются клетки ИТА, вследствие чего происходит формирование рубцовой ткани печени, что приводит к циррозу, в конечном результате выражается печеночно-клеточной недостаточностью. Прожить без печени невозможно. Как же восстановить печень? Об этом будет на следующий ролик.